Это настоящее лунное затмение, но как я сюда попал, что здесь происходило и чем вообще все это интересно, я сейчас подробно по порядку расскажу. Началось все в начале сентября 2025 года, когда мне в ленте новостей все чаще и чаще начали попадаться упоминания о полном лунном затмении и кроваво-красной луне, которую можно будет увидеть в том числе из моего города. Везде говорилось, что это будет очень красивое и уникальное событие, ну и конечно же я решил, что мне нужно обязательно его увидеть. День Х выпадал на вечер 7 сентября, точнее в ночь 7 на 8. Я весь день ждал, когда же наступит вечер, чтобы наконец-таки отправиться на такое необычное событие, как полное лунное затмение. По расписанию в Санкт-Петербурге все должно было начаться в 18:30, но когда я в это время выглянул на улицу, там было еще очень светло и светило солнце, так что мне ничего не оставалось, кроме того, как просто ждать дальше. Я подумал, что когда немного стемнеет, то огни города будут мне мешать наблюдать за небом, и лучше всего выехать куда-нибудь за город, а еще лучше найти там какую-нибудь возвышенность или гору, чтобы быть повыше. Я знаю одно такое место, и на машине почти к самому закату доезжаю до него. Рядом с шоссе у подножия горы стоит гипермаркет, на парковке которого я решаю оставить машину и уже через несколько минут карабкаюсь по крутому склону горы все выше и выше. И вот, изрядно облепленный репейником, через который продирался при подъеме, я добираюсь до одного из самых высоких мест. Отсюда открывается изумительный вид на вечернее небо, домики невдалеке и город. Пока я приготавливался и выставлял камеру, начало немного темнеть, и на горизонте показалась луна. Она действительно была красная, но так как в Санкт-Петербурге стемнело не быстро, то самое начало я пропустил и увидел луну, когда она уже была наполовину закрыта. Сейчас еще достаточно светло, но луну уже видно, и она достаточно быстро поднимается и становится все ярче и ярче. Луна действительно очень быстро двигалась вверх и вправо, и что самое интересное, она выглядела как растущая, хотя прямо на глазах уменьшалась, то есть в эту ночь вела себя как бы наоборот, не как обычно. Через некоторое время совсем стемнело, а Луна практически скрылась в тени нашей планеты. Но если немного высветлить картинку, то можно было заметить круглый контур нашего спутника. Зрелище, конечно, очень завораживающее. Когда Луна полностью скрылась в тени Земли и от нее остался еле заметный круг на небе, я решил спуститься обратно вниз, так как в ближайшие 30 минут на небе ничего бы не произошло, потому что Луна все это время будет находиться в тени, а я успею быстренько сходить в магазин и взять себе перекусить. И вот я уже спускаюсь вниз. Взяв все, что мне хотелось, я выхожу из магазина и вижу, как красный круг Луны за это время стал немного ярче и потихоньку начал освещаться с одного края. Луна начала выходить из тени. Я возвращаюсь обратно на то место, где наблюдал за затмением. Но теперь Луна прямо на глазах начинала появляться обратно. Причем она росла, но выглядела как стареющая. Где-то к полночи она опять была полностью освещена. Все это произошло настолько быстро, что я даже не до конца понял, а что произошло. Обычно весь этот цикл мы наблюдаем в течение месяца, а тут за несколько часов я посмотрел все стадии Луны сразу. Но этот вечер однозначно запомнится мне надолго.